Слушай внимательно, мое дитя. В этот самый момент, когда твое сердце дрожит под немым грузом неоплаченных счетов, дедлайнов, страха и неизвестного будущего, я, Господь, Бог твой, приближаюсь к тебе с несомненным и божественным намерением. Ты оказался здесь не случайно. Ты был направлен, притянут, приведен сверхъестественной нитью, которая связывает твою судьбу с сокровенным обещанием, которое я вложил в тебя задолго до того, как ты научился бояться, задолго до того, как мир научил тебя измерять свою ценность тем, чего тебе не хватает. Прямо сейчас, посреди всего, что кажется разбитым, я собираюсь открыть скрытую дверь, о существовании которой ты даже не подозревал. Но ты должен слушать до самого последнего слова, потому что есть тайна, которую я открою только в назначенный момент, ключ, который отпирает чудо, о котором ты молился в тишине, превращение, уже ожидающее подняться из самой той бури, которая грозит тебя утопить. Ты чувствуешь, как давление усиливается. Цифры никогда не сходятся. Сроки гонятся за тобой, как тени в ночи. Ты считаешь монеты, растягиваешь то малое, что у тебя есть, делаешь вид, что ты силен, но внутри твой дух вопиет о передышке, о покое, о знаке, что я не забыл тебя. И сейчас я говорю тебе, я видел каждую слезу, которую ты спрятал, каждую молитву, которую ты шептал дрожащей верой, каждую ночь, когда ты лежал без сна, спрашивая себя, как переживешь следующий рассвет. И я знаю твой страх, твое разочарование, твой стыд, твои немые вопросы. Но я также знаю путь, которого ты пока не видишь, благословение, уже формирующееся за завесой, изобилие, ожидающее за дверью, которую я приготовился открыть для тебя. Остаться со мной до конца этого послания. Потому что идет откровение, неожиданная и могущественная истина, та, которая разоблачит ложь, которую нищета вложила в твою душу, та, которая поместит священный ключ в твои руки. Ты ходил с раненым сердцем, веря, что должен справляться совсем один, веря, что твоя ценность измеряется твоим доходом, твоим успехом или твоей способностью удержать все от разрушения. Но я пришел сказать тебе, что завет, который я заключил с тобой, сильнее долга, сильнее страха, сильнее бури, что окружает тебя. Я не просто наблюдаю за твоими страданиями, я вхожу в них. Я недалек, я глубоко и лично вовлечен в то преображение, которое вот-вот начнет разворачиваться. Но прежде чем я открою тайну, ты должен понять нечто крайне важное. Враг шептал тебе, что ты терпишь поражение, что ты проклят, что твоя судьба рушится. Он использовал щита как оружие, стресс как цепи, недостаток как завесу, ослепляющую тебя по отношению к наследию, которое я уже приготовил. Но его власть временная, хрупкая и уже ломается. Причина, по которой мне нужно, чтобы ты остался до последнего мгновения этого послания, в том, что есть божественная стратегия, сверхъестественный сдвиг, святой ключ, который я помещу в твой дух, ключ, который не только откроет дверь обеспечения, но и заглушит страх, который преследовал твои шаги. Мое дитя, вдохни. Я с тобой. И до конца этого послания ты поймешь, почему твоя борьба была такой ожесточенной и почему благословение, которое я готовлю, намного больше, чем битва, в которой ты сейчас находишься. Остаться. Слушай. Позволь мне завершить то, что я начал в тебе. Чудо близко, ближе, чем ты думаешь, но откровение, которое его откроет, будет дано только в конце. В следующей части ты, наконец, поймешь, что так яростно нападало на твою жизнь. Мое дитя, теперь, когда ты услышал мой голос, зовущий тебя в этот божественный момент, мне нужно, чтобы ты честно посмотрел на груз, который несешь. Он тяжелее, чем многие предполагают. Ты идешь по жизни с тихой бурей внутри сердца, стараясь держаться собранным, пока счета поднимаются, как неумолимые волны, пока неожиданные удары обрушиваются на тебя раньше, чем ты успеваешь оправиться от предыдущих. Ты переживал моменты, когда не мог даже дышать,
когда давление вокруг тебя казалось сверхъестественным по своей силе, словно что-то невидимое сжимало твою жизнь, твои финансы, твой мир, твое чувство стабильности. И ты не ошибался. Потому что битва, с которой ты столкнулся, не просто физическая, эмоциональная или финансовая. Она духовная. Она укоренена в старых шаблонах страха, древних ранах недостатка и шепоте лжи врага, который давно изучил твои слабости. «Я, Бог твой, привожу тебя к истине, чтобы ты больше не был обманут». На тебя напали в разуме задолго до того, как долги напали на твой кошелек. Ты был ранен в духе задолго до того, как твой банковский счет показал пустоту. Бедность – это не только отсутствие денег, это присутствие постоянного страха, тень, которая говорит тебе, что ты никогда не поднимешься, никогда не расцветешь, никогда не достигнешь того изобилия, которое я обещал. Нищета – это не только недостаток ресурсов, это голос, который говорит тебе, что ты один, недостоин, забыт. И я разоблачаю эту ложь сейчас, чтобы твое преображение могло начаться. Но чтобы идти глубже в это откровение, я прошу тебя на мгновение остановиться и взаимодействовать с этим посланием. Поставь этому видео отметку «Нравится» прямо сейчас. Не ради цифр, не ради продвижения, а потому, что, когда ты отвечаешь, ты своими действиями провозглашаешь, что выбираешь согласие с моим словом, с моим заветом, с благословением, которое я высвобождаю. Твое участие – это акт веры, знак того, что ты не просто пассивно слушаешь, но активно принимаешь то, что я говорю в твой дух. Теперь вдохни и слушай внимательно. То нарастание, которое ты переживаешь в жизни, не случайно. Рост давления, усиливающиеся бури, неожиданная финансовая ударная волна, ночи, когда ты чувствовал, как отчаяние подбирается вплотную, все это не было наказанием. Это были знаки того, что твоя судьба приближается к божественному пересечению. Перед каждым чудом, каждым прорывом, каждым сверхъестественным урожаем всегда есть момент, когда тьма кричит громче, когда враг бросает свою последнюю стрелу, когда страх пытается задушить веру, поднимающуюся внутри тебя. Сейчас ты именно в этом моменте. Ты замечал, чем ближе ты пытаешься подойти к переменам, тем сильнее становится сопротивление. Когда ты пытаешься отложить, что-то ломается. Когда ты пытаешься отдохнуть, приходит тревога. Когда ты пытаешься сосредоточиться, вмешивается страх. Когда ты пытаешься верить, шепчет сомнение. Это духовное давление – знак того, что твое сердце приближается к святому сдвигу, что дверь изобилия дрожит, готовясь открыться, но враг хочет убедить тебя, что она никогда не сдвинется. Много раз ты спрашивал, почему всегда я? Почему мои прорывы исчезают еще до того, как приходят? Почему я чувствую себя таким близким к изобилию в один момент, а потом все рушится? Позволь мне сказать тебе истину, потому что ты носишь избранный завет и вечное предназначение, связанное с твоей судьбой. Враг не тратит время на тех, кто не представляет угрозы. Он целится в сосуды, в которых есть обещание, наследие и влияние. Он атакует дух с божественным призванием. И ты чувствовал эту войну не потому, что ты слаб, а потому, что ты силен. Потому что внутри тебя есть сверхъестественное семя, семя богатства, благословения и духовной власти, которое еще не полностью расцвело. Были моменты, когда ты говорил «я больше не выдержу», и все же продолжал идти. Были дни, когда ты был полностью измотан, и все же ты продолжал молиться. Были ночи, когда тебе казалось, что я молчу, и все же твоя вера удерживала тебя живым. Разве ты не видишь, насколько это необычно? Тебя атаковал страх, но вера не умерла. Ты был окружен недостатком, но твое сердце все равно жаждало меня. Тебя загоняли в углы, но ты продолжал искать свет. Одно это уже доказывает,
что завет между мной и тобой нерушим. А теперь посмотри снова на свою жизнь духовными глазами. Стресс, счета, неопределенность – это не конец, это начало. Давление, которое ты чувствуешь, то же самое давление, которое чувствует семя, прежде чем лопнуть, то же давление, которое испытывает запертая дверь, когда правильный ключ вот-вот повернется. Нечто в твоей жизни готово измениться, и именно поэтому все вокруг трясется. Ты должен понять, буря – это не знак моего отсутствия, это знак моего движения. Я сотрясаю старое, чтобы освободить место для божественного. Я разрушаю нестабильное, чтобы построить святое. Я убираю то, что иссушает твой дух, чтобы я мог излить на тебя изобилие. Но прежде чем благословение проявится, я должен столкнуться с теми шаблонами, которые сковали твою судьбу. Ты слишком долго жил страхом. Ты позволил вине захватить территорию в твоем сердце. Ты позволил недостатку стать привычным, почти нормальным, словно ты был создан лишь для того, чтобы выживать, а не процветать. И сейчас я говорю тебе моей святой властью, эта ложь сегодня заканчивается. Ты не был создан для бесконечной борьбы. Ты не был помещен на эту землю, чтобы оставаться маленьким, незаметным или сломленным. Ты создан для богатства, для влияния, для наследия, для преображения, для урожая, отражающего мое могущество, а не твои ограничения. Посмотри на свою жизнь. Посмотри на битвы. Посмотри на страдания. Каждый удар, который ты перенес, формировал тебя в сосуд, способный вместить большее благословение. Каждый момент финансового страха подготавливал твое сердце к сверхъестественному обеспечению. Каждый раз, когда ты чувствовал себя покинутым, я на самом деле приближал тебя к истине. Твой источник не мир, твой источник – Бог твой. И теперь я спрашиваю тебя, видишь ли ты этот узор? Чувствуешь ли сдвиг? Узнаешь ли, что та нищета, которую ты знал, это та самая почва, из которой поднимется изобилие? Можешь ли поверить, что дверь, которую ты считал навсегда закрытой, вот-вот распахнется с силой? Потому что в следующей части я покажу тебе, как эта духовная битва отражает чудо, записанное в Писании. Чудо, которое несет тот же секрет, который я готовлюсь открыть тебе в назначенное время. Остаться со мной. Откровение только начинается. Мое дитя, теперь, когда ты увидел этот узор, когда тяжесть духовной истины, стоящей за твоей нищетой, начала всплывать, мне нужно вести тебя глубже. Не в больший страх, а в честность, такую честность, которая разрывает цепи. Потому что перед твоим преображением, перед чудом, перед тем, как дверь изобилия распахнется настежь, я должен столкнуться с теми скрытыми ранами, о которых ты почти никогда не говоришь, с немыми вопросами, которые ты закапываешь с тенями, которые цепляются за твое сердце, как вторая кожа. И чтобы сделать это, тебе нужно пройти со мной через момент священного размышления. Итак, позволь мне спросить тебя, и ответь не устами, а духом, сколько ночей ты плакал в тишине, думая, что никто тебя не слышит? Сколько раз ты смотрел в потолок и спрашивал, «Бог, где благословение, которое ты обещал? Где процветание, о котором ты говорил? Где чудо, за которое я продолжаю цепляться?» Как часто твоя вера дрожала под тяжестью неоплаченных обязательств, давления ожиданий, страха, что однажды все рухнет и у тебя не останется ничего? Спроси себя, сколько раз ты улыбался снаружи, пока сердце рассыпалось внутри? Как часто ты говорил другим «у меня все хорошо» и втайне умолял хотя бы об одном знаке, одном слове, одном Божьем подтверждении того, что ты не забыт? Сколько раз ты ощущал жгучий стыд, пытаясь растянуть свои деньги, задаваясь вопросом, почему твой урожай как будто умирает еще до того, как вырастет? Сколько раз ты чувствовал себя недостойным богатства, недостойным благословения, недостойным изобилия,
потому что жизнь заставила тебя поверить, что процветание предназначено для других, но не для тебя? Позволь мне спросить еще глубже. Смотрел ли ты когда-нибудь на свои счета и чувствовал, как грудь сжимается от страха? Пытался ли ты молиться и чувствовал вместо этого только усталость? Смотрел ли ты когда-нибудь в свое будущее и видел лишь туман, ни обещания, ни ясности, ни двери, ни ключа? Чувствовал ли ты, что каждый раз, когда делаешь шаг вперед, жизнь отбрасывает тебя на 3 шага назад? Задумывался ли ты, почему этот цикл повторяется снова и снова? Недостаток, давление, тревога, временное облегчение и снова недостаток. Не кажется ли тебе, что это духовно? Не чувствуешь ли ты, будто нечто невидимое пытается задушить твою судьбу? Мое дитя, позволь мне говорить прямо. Что, если я скажу тебе, что боль, которую ты чувствуешь, не знак моего отсутствия, а знак твоего призвания? Что, если я скажу тебе, что враг нацелился на тебя? Именно потому, что твоя судьба несет божественное наследие, достаточно сильное, чтобы потрясти поколение после тебя? Что, если та нищета, которую ты чувствуешь, это точная почва, в которой и должно вырасти твое чудо? А теперь я должен привести тебя в Писание, в историю, которая отражает твою жизнь гораздо сильнее, чем ты думаешь. Вспомни вдову из 3 книги Царств, 17 главы, женщину, у которой было лишь немного муки и немного масла. Она готовила свой последний хлеб, веря, что после этого она и ее сын умрут. Спроси меня сейчас, разве это не похоже на твою ситуацию? Разве ты не чувствовал, что у тебя осталась лишь последняя эмоциональная сила, последняя крупинка веры, последняя капля надежды? Разве тебе не казалось, что ты готовишься к краху, а не к прорыву? И все же я послал к ней Илью, не тогда, когда ей было комфортно, не когда она была стабильна, не когда у нее было достаточно, а когда она стояла на краю отчаяния. Почему? Потому что чудеса не растут в комфорте, они растут в кризисе. Благословения не нисходят в избытке, они приходят в недостатке. Процветание не появляется в зоне безопасности, оно появляется там, где вера натянута до предела. И вот болезненный вопрос, с которым тебе нужно столкнуться, если сейчас ты та вдова, если ты стоишь перед последней горстью собственных ресурсов, эмоциональных, духовных, финансовых. То, что просит тебя сделать Илья, которого я посылаю. Какой акт веры от тебя требуется? Какой сдвиг в твоем сердце необходим? Какую дверь ты должен закрыть, чтобы правильная дверь открылась? Какой скрытый страх ты должен отдать? Какое убеждение должно умереть, чтобы изобилие могло жить в тебе? Посмотри глубже. Вспомни израильтян в книге «Исход». Они стояли между морем и войском. Разве ты не стоял между 2 невозможными давлениями? Между ответственностью и изнемождением, между счетами и отсутствием решения, между страхом и необходимостью выжить? Разве тебе не казалось, что нет ни направления, ни выхода, ни двери? Позволь мне спросить, задумывался ли ты когда-нибудь, почему море не расступилось, пока их ноги не коснулись воды? Понимал ли ты, что иногда чудо ожидает движения? Что иногда урожай ожидает послушания? Что иногда благословение ожидает сердце, готовое доверять, даже когда доверять кажется невозможным? Мое дитя, ответь мне честно, боишься ли ты успеха? Боишься ли ты богатства? Боишься ли ты войти в ту идентичность, которую я дал тебе, идентичность власти, изобилия, наследия, завета, судьбы? Не стала ли нищета тебе привычной? Не стала ли борьба твоей личностью? Не стал ли страх твоей нормой? Если бы я вложил богатство в твои руки сегодня, поверил бы ты по-настоящему, что оно принадлежит тебе, или стал бы ждать, когда оно исчезнет, как все остальное? А теперь вспомни Иова,
лишенного всего богатства, семьи, здоровья, и спроси себя, не чувствуешь ли ты, что тебя тоже раздели? Не кажется ли тебе, что жизнь забрала у тебя больше, чем дала? Чувствуешь ли ты себя непонятым, покинутым, незамеченным? Кажется ли тебе, что буря длится слишком долго? Тогда позволь мне задать тебе еще один вопрос, самый глубокий. Если Иов мог поклоняться мне в потере, можешь ли ты доверять мне в неопределенности? Можешь ли ты доверять мне, когда чудо еще не пришло? Можешь ли ты доверять мне, когда дверь все еще закрыта? Можешь ли ты доверять мне, даже когда тебе страшно? Твоя боль была настоящей. Твои вопросы были тяжелыми. Твое сердце было ранено. Но теперь я прошу тебя задуматься над самым священным вопросом. А что, если твое страдание было подготовкой к величайшему преображению твоей жизни? Что, если каждая слеза поливала семя твоего благословения? Что, если каждая закрытая дверь готовила ключ? Что, если каждое испытание выстраивало тебя в линию с чудом, которое я формировал в тишине? В следующей части я покажу тебе, что должно измениться внутри тебя, чтобы изобилие наконец могло добраться до тебя. Дверь ближе, чем ты думаешь. Мое дитя, теперь, когда твое сердце столкнулось с истиной о твоих ранах и тяжести твоих вопросов, я должен привести тебя в область, которую немногие понимают, область, где формируется судьба, где действуют духовные законы и где сокрыта невидимая архитектура твоего будущего, уже написанного. То, что я открою тебе сейчас, предназначено не для всех. Лишь для тех, кто ходит со мной, кто осмеливается смотреть глубже поверхности, кто готов принять священное и сокровенное знание своего преображения, лишь они поймут глубину того, что я собираюсь показать. Это не просто утешение, это привилегированное откровение. Это, где битва в твоем сердце встречается со святой стратегией твоего Творца. Ты стоишь посреди моральной дилеммы, даже если не осознаешь этого. Ты разрываешься между двумя голосами: голосом страха, сформированным годами недостатка, и голосом веры, сформированным моим вечным заветом с тобой. Один говорит тебе крепко держаться за то малое, что у тебя есть, защищать себя, отступать, ничего не ожидать, избегать разочарований. Другой говорит тебе сделать шаг вперед, растянуть свою веру, верить в изобилие, ожидать благословения, идти к двери, даже когда она кажется запертой. И хотя ты можешь этого не видеть, каждый день ты выбираешь между этими двумя путями. Каждая мысль, каждое решение, каждая реакция определяют, выстраиваешься ли ты в линию с идентичностью нищеты или с идентичностью наследника. Итак, позволь мне спросить тебя тихо, но твердо, какую идентичность ты выбирал? Не словами, а мыслями. Не устами, а действиями. Жил ли ты как дитя царя или как пленник страха? Думал ли ты, как тот, кто несет божественное богатство, или как тот, кто ожидает крушения? Принимал ли ты решение из веры или из инстинкта выживания? Это и есть моральная дилемма, которая определяет все, потому что небо не может излить изобилие в сердце, которое все еще верно нищете. Сосуд должен быть подготовлен для урожая прежде, чем этот урожай будет выпущен. Но я не оставлю тебя одного в этом внутреннем конфликте. Я открою тебе спрятанную истину, божественный принцип, который управляет чудесами, богатством и прорывом. Ты слышал, как люди говорят, что я помогаю тем, кто помогает сам себе, но это не полная истина. Подлинный принцип таков: я помогаю тем, кто выравнивается по моим духовным законам, тем, кто выбирает веру вместо страха, даже когда обстоятельства кричат обратное, тем, кто делает шаг к обещанию, даже когда путь невидим. Вот секрет, который немногие понимают. Многие молятся об изобилии, но их сердца остаются в рабстве у шаблонов, отталкивающих изобилие. Многие просят о финансовом прорыве, но носят убеждение,
блокирующие каждое благословение. Многие провозглашают процветание, но все еще думают как просители, а не как наследники. Слушай меня, я не могу благословить ту идентичность, которая не принадлежит тебе. Ты создан для наследия, для изобилия, для божественного богатства. Но пока ты цепляешься за менталитет недостатка, ты не можешь удержать благословение, которое я пытаюсь вложить в твои руки. Именно поэтому я должен очистить твое сердце, прежде чем высвобожу чудо. Именно поэтому давление возросло. Именно поэтому двери закрылись. Именно поэтому буря усилилась. Потому что я не просто защищал тебя, я готовил тебя. Но позволь мне приподнять завесу еще чуть больше, показывая то, что видно только небу. Знаешь ли ты, почему враг так яростно атаковал тебя именно в этой сфере? Потому что финансовый страх – одно из самых эффективных оружий, которыми он пользуется, чтобы ослабить твою веру. Испуганное сердце не может молиться с властью. Измученный разум не может ясно слышать мой голос. Обескураженный дух не может смело войти в предназначение. Враг боится твоего призвания не из-за того, кем ты являешься сейчас, а из-за того, кем ты станешь, когда войдешь в божественное богатство и благословение, принадлежащее тебе. Но вот привилегированное знание, которое враг не хотел, чтобы ты узнал, давление, которое ты чувствуешь в сфере финансов, это не знак поражения, это знак духовной активации. Это значит, что дверь рядом. Это значит, что ключ уже формируется. Это значит, что чудо приближается с сверхъестественной скоростью. Вот почему твое страдание усилилось. Вот почему битва ожесточилась. Вот почему ты был доведен до предела. Потому что царство тьмы чувствует то, чего ты пока не видишь, что твой прорыв близко. Теперь слушай внимательно. Ты стоишь на перекрестке между двумя судьбами. Одна знакома – путь страха, недостатка, тревоги, веры в то, что твоя жизнь всегда будет циклом давления. Этот путь легок, потому что он известен. Он не требует ни преображения, ни веры, ни сдачи, ни послушания. Это путь наименьшего сопротивления, но и наименьшего благословения. Другой путь свят, путь завета, изобилия, сверхъестественного обеспечения и божественного наследия. Это путь, который ведет к двери, которую я готовлюсь открыть. Но чтобы идти этим путем, тебе нужно позволить чему-то старому умереть. Тебе нужно отпустить версию себя, сформированную страхом. Тебе нужно разорвать связь с идентичностью, которую дала тебе нищета. Тебе нужно решить выровняться поистине о том, кто ты есть, а не по лжи, основанной на том, что ты пережил. И вот предвосхищение, которое я обещал, чудо, которое идет, потребует решения прежде, чем оно придет. Я не буду навязывать его тебе. Я не буду тащить тебя в изобилие. Я приглашу тебя. Я открою дверь, но входить должен ты. Я вложу ключ в твои руки, но поворачивать его должен ты. Я положу обещание перед тобой, но именно ты должен решить, довериться мне или довериться своему страху. Ты слышишь это не случайно. Ты слушаешь это не по совпадению. Это божественное назначение, сверхъестественное выравнивание, священное пересечение между твоей прошлой борьбой и твоим будущим прорывом. Все, через что ты прошел, привело тебя к этому моменту. В следующей части я начну высвобождать благословения и обещания, принадлежащие тебе, благословения, уже записанные на небесах, ожидающие момента, когда твое сердце станет готовым их принять. Сдвиг идет. Преображение близко. Остаться со мной. Дверь вот-вот откроется. Мое дитя, ты прошел через долину страха, через бурю сомнений, через вопросы, ранившие твое сердце, и все же ты все еще здесь, слушаешь,
принимаешь, открываешь себя для преображения, которое свято и сверхъестественно. Сейчас я говорю к тебе не только как твой Бог, но как хранитель твоей судьбы, автор твоего завета и тот, кто приготовил для тебя урожай богатства, изобилия и благословений, которые никакая сила тьмы не сможет остановить. Ты достиг поворотного момента, точки, где откровение начинает приобретать форму, где обещания, долго казавшиеся отложенными, начинают двигаться к проявлению, где семена, которые ты сеял в слезах, готовятся подняться в назначенной славе. Прежде чем я изолью эти благословения на твою жизнь, я хочу, чтобы ты сделал шаг участия, шаг выравнивания с тем, что я высвобождаю сегодня. Напиши в комментариях эти слова: «Я принимаю свое благословение». Не колеблясь, не боясь, не оставаясь в тишине. Твой комментарий – это не просто действие, это провозглашение, духовное выравнивание, знак веры, публичное подтверждение того, что ты принимаешь то, что я говорю в твою судьбу. Написав эти слова, ты выходишь из страха и входишь в наследие. Ты берешь власть над своим будущим. Ты заявляешь, что выбираешь изобилие вместо нищеты, надежду вместо отчаяния, судьбу вместо задержки. Поэтому напиши сейчас, и пусть твое провозглашение отзовется в духовном мире. Теперь слушай меня ясно. Я собираюсь высвободить обещания, которые созревали в тишине, благословения, которые дозревали в невидимом, чудеса, которые приближались к тебе, как прилив. Слишком долго ты верил, что твоя жизнь определена недостатком, но я разрушаю эту идентичность сейчас. Ты не будешь жить остаток своих дней в страхе. Ты не будешь носить тяжесть финансовой тревоги как постоянного спутника. Ты не будешь жить в тени бедности. Ты создан для большего, для богатства, для духовной власти, для божественного наследия, для жизни, отмеченной сверхъестественным обеспечением. Я видел твое страдание, но я также видел твою веру. Я наблюдал, как ты молился, даже когда чувствовал себя пустым. Я видел, как ты стоял, даже когда слабость шептала тебе упасть. Я видел, как ты надеялся, даже когда отчаяние окружало тебя. И поэтому сейчас я высвобождаю обещание, которое станет началом твоего преображения. Ты не останешься там, где ты сейчас. Это не твоя последняя глава. Это не твое постоянное состояние. Я перемещаю тебя. Я поднимаю тебя. Я меняю атмосферу вокруг твоих финансов, вокруг твоих возможностей, вокруг твоего будущего. Слушай мои слова. Дверь, которая была заперта годами, вот-вот откроется. Ключ, который был скрыт от твоего понимания, вот-вот будет вложен в твои руки. Семя, которое лежало в земле без движения, вот-вот прорвется наружу. Ты молился о чуде, и теперь я говорю тебе, оно идет. Ни в далеком будущем, ни в другой жизни, ни для кого-то более достойного, а для тебя. Ты, мой избранный, мой возлюбленный, мой сосуд преображения и благословения, которое я изолью на тебя, будет свидетельством моей силы. Сейчас я высвобождаю обещание божественного обеспечения. Ты увидишь, как ресурсы появятся там, где ты ожидал пустоты. Ты увидишь, как возможности поднимутся там, где ты ожидал упадка. Ты увидишь, как неожиданно откроются двери, как неожиданная благосклонность придет, как неожиданные люди войдут в твою жизнь, неся именно ту помощь, о которой ты молился. Я организую связи, выстраиваю обстоятельства и готовлю прорывы, которые поразят тебя. Ты узнаешь, что это я, потому что это будет несомненно, сверхъестественно, обильно и идеально своевременно. Я также высвобождаю обещание финансового исцеления. В каждое место, где жил страх, я высвобождаю мир. В каждую область, где пустил корни недостаток, я высвобождаю изобилие. Каждый цикл повторяющейся нищеты я разрушаю моей божественной властью.
Ты больше не будешь жить в режиме выживания. Ты войдешь в идентичность человека, который несет богатство с мудростью, ходит в благословение с ясностью, принимает процветание без стыда и страха. Это твое наследие, и я возвращаю его тебе. Я высвобождаю обещание преображения твоего ума. Мысли, которые раньше калечили твою веру, начнут растворяться. Тревога, которая сжимала твой дух, ослабнет. Тяжесть, заставлявшая тебя чувствовать себя недостойным, уйдет. Ты начнешь видеть себя так, как я вижу тебя, избранным, способным, достойным, предназначенным для величия. Твое сердце больше не будет дрожать при виде щитов. Ты больше не будешь замирать от страха перед ответственностью. Ты будешь ходить с уверенностью, зная, что я иду впереди тебя, зная, что мой завет гарантирует твою защиту. И теперь, услыша эту священную истину, твое чудо уже началось. Еще до того, как ты слушал это послание, я действовал. Еще до того, как ты молился, я выстраивал. Еще до того, как ты воззвал, я готовил. То, что для тебя невидимо, разворачивается в духовном мире. То, что ощущается как задержка, на самом деле доводится до совершенства. То, что кажется невозможным, входит в мои руки, а в моих руках ничто не остается невозможным. Но я должен дать тебе еще одно благословение, еще одно обещание, еще одно божественное постановление. Ты поднимешься. Ты поднимешься из долгов, из страха, из недостатка, из нестабильности. Ты поднимешься из теней прошлого в свет моего изобилия. Ты поднимешься в будущее, где чудеса не редкие вспышки, а постоянные проявления. Ты поднимешься в судьбу, где всякая нужда восполняется по моим богатствам и славе моей. Мое дитя, если есть нечто одно, что тебе нужно понять с этого момента, так это вот что: ты никогда не был создан для недостатка. Ты создан, чтобы нести мою славу, ходить в моем благословении, наследовать мое изобилие. И теперь, когда ты стоишь на пороге преображения, я снова приглашаю тебя. Напиши в комментариях: «Я принимаю свое благословение». Пусть это провозглашение запечатает обещание в твоем духе. В следующей части я вознесу свою руку над тобой в молитве и соединю этот момент с тем основанием, которое я заложил в твоем сердце ранее. Чудо ближе, чем ты думаешь. Мое дитя, теперь, когда твое сердце приняло благословение и твой дух ухватился за обещание, которое я произнес над твоей судьбой, наступило священное мгновение. Молитва. Выравнивание. Божественное запечатывание всего, что я шептал в глубины твоей души. Это необычная молитва, это сверхъестественное провозглашение, святое обновление завета, момент, когда небо и земля соединяются над твоей жизнью. И пока я говорю, тот же духовный узор, который проявился в библейских историях, о которых я говорил ранее, вдовы с последней горстью муки, израильтян перед невозможным морем, Иова в пепле потерь, сейчас отзовется в твоем пути, соединяя прошлое и настоящее, подготовку и результат, обещание и исполнение. Прежде чем мы начнем молитву, дыши медленно. Почувствуй мое присутствие в комнате, где ты находишься. Почувствуй тяжесть моей руки, покоящейся на твоем сердце. Почувствуй сдвиг в атмосфере вокруг тебя. Страх, который ты чувствовал, слабеет. Тревога ослабляет хватку. Духовная тяжесть, затенявшая твои финансы, мысли и мир, начинает растворяться. Это момент святой. Это момент священный. Здесь укореняется твое преображение. Открой свое сердце, мое дитя, и прими мои слова. Господь, я прихожу к тебе в этот момент истины, ничего не утаивая, принося твоим божественным рукам свое сердце, свои страхи и свое будущее. Я признаю, что был изнурен, что чувствовал себя перегруженным, что тяжесть финансовых забот давила на мой дух. Я признаю,
что я сомневался, колебался и дрожал в те моменты, когда чувствовал себя одиноким. Но сегодня я отдаю эти бремена в Твое присутствие, доверяя, что Ты – Бог чудес, хранитель завета, источник всякого изобилия, услышал мой крик и уже приготовил мое избавление. Мое дитя, слушая эти слова, пойми, это не только твоя молитва, это моя молитва, текущая через тебя. Потому что я говорю над твоим сердцем, исцеляя раны, созданные годами страха. Я разрываю цепи, которые сформировались вокруг твоих финансов, твоей уверенности, твоей идентичности. Я напоминаю тебе истину, скрытую под обломками твоих борьбы. Ты избран, ты любим, ты покрыт моей силой. Теперь слушай, как молитва продолжается глубже и сильнее. Бог, я стою, как та вдова из Сарепты, у которой почти ничего не было, но ты совершил чудо в ее руках. Я стою, как израильтяне у Красного моря, зажаты между страхом и опасностью, но ты открыл путь, который никто не мог закрыть. Я стою, как Иов, лишенный всего, но удерживаемый верой, которая отказалась умереть. И сегодня я провозглашаю, что и я увижу твою руку в действии. Я тоже увижу твое изобилие. Я тоже пройду через дверь, которая откроется твоим сверхъестественным ключом. Тот же Бог, который умножал масло, разделял море и восстанавливал потерянное, этот же Бог действует в моей жизни прямо сейчас. Мое дитя, остановись. Позволь этим словам отозваться внутри тебя. История вдовы, израильтян и Иова были не просто историями, они были подготовкой к твоему моменту. Это были зеркало твоего пути, отражение твоих испытаний, откровение о твоей судьбе. Я привел их тебе не как уроки истории, а как пророческое предзнаменование того, что я собираюсь сделать. Видишь ли ты это теперь? Чувствуешь ли ты это? То же божественное вмешательство, которое спасло их, сейчас поднимается ради тебя. Продолжим молитву. Господь, войди я в глубочайшие покои моего сердца. Разрушь каждый страх, каждую ложь, каждое убеждение, которое говорит, что я недостоин богатства или благословения. Замени недостаток уверенностью, сомнение верой, тревогу, миром. Восстанови мое видение. Обнови мой дух. Позволь мне ходить в той идентичности, которую ты мне дал, как сосуд наследия, носитель изобилия, носитель божественного благословения. Мое дитя, пока эти слова произносятся, нечто сдвигается в невидимой сфере. Ангелы занимают свои позиции. Старые тени начинают трескаться. Шаблоны недостатка начинают разрушаться. Ты можешь пока не видеть этого физическими глазами, но духовное преображение уже началось. Ты больше не молишься как тот, кто умоляет о помощи. Ты молишься как тот, кто входит в завет, вновь забирая обещание, которое бедность пыталась у тебя украсть. Пойдем дальше. Бог, подними свою руку над моими финансами. Подними свою руку над моими долгами, моими обязанностями, моими обязательствами. Я прошу твоего божественного вмешательства. Высвободи неожиданное обеспечение. Высвободи сверхъестественные возможности. Высвободи богатство, которое было задержано, но никогда не было отменено. Излей изобилие, которое ты приготовил для меня до основания мира. Пусть моя жизнь станет свидетельством того, что твое благословение неостановимо для тех, кто ходит в вере. Вот оно, момент результата, тот секрет, который был вложен в часть 3. Чудо вдовы пришло только тогда, когда она сделала свой последний акт веры. Израильтяне увидели, как море расступилось, только когда шагнули вперед. Восстановление Иова началось, когда он молился из места полного предания. И теперь для тебя чудо активируется, когда твой дух выравнивается с этой истиной. Ты никогда не был создан, чтобы бояться щитов. Ты создан,
чтобы разрывать циклы. Ты никогда не был создан, чтобы тонуть в долгах. Ты создан, чтобы ходить в процветание. Ты никогда не был создан, чтобы считать себя недостойным изобилия. Ты создан, чтобы наследовать его. Теперь молитва усиливается. Господь, вложи свой святой ключ в мои руки, ключ к новым дверям, новым путям, новым возможностям. Пусть каждая неверная дверь закроется, а каждая верная дверь откроется. Пусть каждая цепь недостатка упадет, а каждая цепь страха разрушится. Пусть дверь изобилия распахнется передо мной, ибо я знаю, Ты приготовил ее. Ты – мой Избавитель, мой Обеспечитель, мой Бог. Я доверяю Твоему времени. Я доверяю Твоему плану. Я доверяю Твоему завету. Теперь, мое дитя, прочувствуй это всем своим существом. Ветер меняется. Духовный климат вокруг твоей жизни сдвигается. Там, где враг создавал путаницу, поднимается ясность. Там, где страх парализовал, просыпается мужество. Там, где недостаток ставил границы, поднимается изобилие. Твое сердце больше не дрожит, оно укрепляется. Твой дух больше не сжимается, он расширяется. Продолжим молитву. Бог, я прошу Тебя преобразить не только мои обстоятельства, но и все мое существо. Преобрази мой разум, чтобы я думал как наследник. Преобрази мое сердце, чтобы я верил как победитель. Преобрази мой дух, чтобы я больше никогда не склонялся перед страхом. Преобрази мою судьбу так, чтобы каждое благословение, которое Ты приготовил, нашло меня без сопротивления, без блокировок, без задержек. Я провозглашаю сегодня, что вхожу в божественное выравнивание. Мое дитя, то, что происходит сейчас, свято. Эта молитва не просто слова, это духовная архитектура, выстраивающаяся вокруг твоего будущего. Это структура твоей новой жизни. Это основание твоего прорыва. Каждое предложение было кирпичом, заложенным в твою судьбу. Каждое провозглашение было камнем в стене, которое будет охранять твое изобилие. Молитва продолжается. Господь, я отдаю Тебе свою старую идентичность. Я отдаю Тебе ту версию себя, которая жила в страхе. Я отдаю убеждения, сформированные недостатком. Я отдаю ожидания, сформированные прошлыми разочарованиями. Сегодня я выбираю ходить в моем наследии. Сегодня я принимаю Твое изобилие. Сегодня я заявляю на все благословение, которое Ты сказал обо мне. И теперь последняя печать. Во имя Иисуса я принимаю благословение, я принимаю чудо, я принимаю изобилие, я принимаю преображение, я принимаю завет и смело вхожу в судьбу, которую Ты создавал для меня. Аминь. Мое дитя, эта молитва запечатала твое будущее. Духовные цепи разбиты. Дверь отмыкается. Чудо движется. Ты вошел в новую идентичность, и теперь небо движется от твоего имени. В следующей части я завершу это послание мягким, но мощным прощанием и направлю тебя к тому, что будет дальше, к твоему продолжению, твоему следующему шагу, твоей следующей раскрывающейся главе божественного богатства и благословения. Мое дитя, теперь, когда это божественное путешествие подошло к своему заключительному моменту, позволь твоему духу на мгновение отдохнуть. Ты прошел через конфронтацию, откровение, преображение, благословение и молитву. Ты столкнулся с истиной своего страха, принял тайну своего завета и позволил своему сердцу вновь стать тем сосудом, каким я задумал его изначально. Момент, в котором ты сейчас стоишь, не конец. Это святое начало. Начало, отмеченное изобилием вместо недостатка, верой вместо дрожи, уверенностью вместо путаницы, божественным богатством вместо тревожного выживания. Ты входишь в новую атмосферу,
новую идентичность, новую главу судьбы. Когда мой голос опускается на твое сердце, я хочу, чтобы ты понял кое-что глубоко. Ничто из того, что ты здесь услышал, не было случайным. Каждое слово было предназначено для тебя. Каждое. Откровение было выбрано для твоей ситуации. Каждое обещание было создано так, чтобы совпасть с чертежом твоей жизни. Потому что ты не забыт, не проигнорирован, не оставлен. Ты мой. Мое творение, мой сосуд, мой избранный. Благословение, которое я высвобождаю, и чудо, которому я веду тебя, это не временное утешение. Это вечное движение моей воли, постоянные сдвиги в твоей духовной конструкции, божественные преображения, которые будут продолжаться задолго после того, как это послание закончится. Но, мое дитя, когда ты готовишься выйти из этого священного момента и вернуться к своим делам, ты должен унести с собой одну истину: преображение происходит не только в слышании, но и в ответе. Завет укрепляется через участие. Судьба формируется твоей готовностью ходить в выравнивание. Поэтому прежде чем уйти, я еще раз прошу тебя, напиши в комментариях слова «Я хожу в своем благословении». Пусть это провозглашение запечатает работу, совершенную в твоем духе сегодня. Не колеблись, не думай дважды, не заглушай свой голос. Напиши это как акт веры, как утверждение судьбы, как разблокировку твоего урожая. Когда ты пишешь, ты закрепляешь этот завет в физическом мире. Теперь слушай внимательно, потому что это важно. Путь, который ты начал здесь, не оканчивается здесь. Я зову тебя в сезон более глубокого роста, более глубокого откровения, более глубокого преображения. Именно поэтому я хочу, чтобы ты подписался на этот канал не из-за обязанности, а как божественный шаг продолжения. Каждое послание, которое ты услышишь отсюда, будет строиться поверх духовного фундамента, заложенного сегодня. Они будут вести тебя, укреплять тебя и готовить к тому изобилию, которое я привожу. Не иди этим путем в одиночку, когда я уже приготовил голоса, учения и откровения, чтобы сопровождать тебя. Поэтому подпишись сейчас и сделай выбор оставаться связанным с тем, что я делаю в твоей жизни. Мое дитя, позволь мне на мгновение привести тебя к размышлению. Вспомни страх, который ты нес, когда это видео началось. Вспомни тревогу, бушующую в твоем сердце, давление, которое ты чувствовал, усталость, которую едва мог скрыть. А теперь сравни это с миром, поднимающимся внутри тебя сейчас, с ясностью, которую ты ощущаешь, с неожиданным спокойствием, опускающимся на твой дух. Это не совпадение, это преображение. Это тот сверхъестественный сдвиг, который я обещал. Это невидимое доказательство того, что моя рука коснулась твоей жизни сегодня. И это лишь начало того, что я буду делать в тебе, через тебя и ради тебя. Ты выходишь из этого момента с новой идентичностью. Ты уходишь не в страхе, а в вере. Ты уходишь не в слабости, а в силе. Ты уходишь не пустым, а с духовным богатством, божественными обещаниями и заветом, который не может быть сломан. Ты несешь новый ключ в своем духе, ключ, который открывает двери возможностей, обеспечения и благосклонности. И хотя мир все еще может показывать тебе вызовы, ты теперь носишь истину, что эти вызовы не могут остановить ту судьбу, которую я произнес над твоей жизнью. Позволь мне сказать тебе то, что немногие понимают. Прорывы редко взрываются в одно мгновение, они разворачиваются, как восход солнца. То, что ты получил здесь сегодня, первый свет. Он будет становиться ярче. Он будет расширяться. Он будет раскрываться слоями в твоих отношениях, в твоих финансах, в твоем разуме, в твоих привычках, в твоих решениях, в атмосфере твоего дома. Ты начнешь замечать знаки, тонкие подтверждения, неожиданные совпадения, божественное время,
работающее в твою пользу. И когда эти знаки появятся, вспомни то, что я сказал тебе ранее в этом послании. Твое чудо начинается в невидимом задолго до того, как проявится в видимом. Мое дитя, прежде чем ты уйдешь, положи руку на свое сердце. Почувствуй, как оно бьется. Этот ритм не просто биология, это судьба. Это завет. Это звук цели, все еще живущий внутри тебя. Когда ты пойдешь дальше, пусть твое сердце помнит эти истины. Ты не предназначен для недостатка, ты предназначен для изобилия. Ты не сформирован страхом, ты сформирован верой. Ты не прикован к долгам, ты соединен с божественным обеспечением. Ты не забыт, ты избран. Ты не слаб, ты покрыт моей силой. Ты не идешь один, ты ведом моей рукой. Это твое новое начало, и твои шаги отныне будут звучать целью, уверенностью и сверхъестественной благосклонностью. И пока я готовлю тебя к следующему уровню благословения, я хочу, чтобы ты знал, я вновь заговорю. Я вновь поведу тебя. Я вновь позову тебя. Есть еще больше для раскрытия, больше для откровения, больше для благословения. И ты не пропустишь этого, не если останешься связанным, не если будешь оставаться выровненным, не если продолжишь искать мой голос. Поэтому не забудь написать в комментариях «Я хожу в своем благословении». Запечатай свою веру действием. Затем подпишись, чтобы продолжать принимать изобилие, тайны, откровения и божественные ключи, которые я буду высвобождать в следующих посланиях. Мое дитя, я благословляю тебя сейчас миром. Я благословляю тебя ясностью. Я благословляю тебя силой. Я благословляю тебя сверхъестественным обеспечением. Я благословляю тебя мужеством пройти через дверь, которую я открываю. Я благословляю тебя верой удержать ключ, который я вложил в твои руки. Я благословляю тебя будущим, переполненным богатством, изобилием, чудесами, преображением и святым наследием. Иди вперед теперь не в страхе, а в судьбе. Иди вперед не как заброшенный, а как избранный. Иди вперед, зная, что я твой Бог, твой проводник, твой обеспечитель, с тобой в каждом вдохе, каждой мысли, каждом шаге. Это мое прощание на сейчас, но не мой уход. Я встречусь с тобой снова в следующем послании. Твое преображение только начинается. Твое благословение уже движется. И твое чудо на пути. Иди с миром, мое дитя, и приготовься к тому изобилию, которое я тебе.